Представьте, вы берете свою собаку, парня, который очень любит готовить, его лучшего друга. Я думал, ты отпустишь. Я тоже не отпустил. И ту самую подругу, о которой вы даже не мечтали, но которую нашли в эмиграции. Последние двое незнакомы, но зато оба с правами. Поэтому вы арендуете автодом и впятером колесите по Португалии. Звучит как план? Times and places are all in who you share them with, and it's life, and the point is enjoying who you share it with. Joy is who you share it with. Ну что, мы в путешествии мечты? Ладно, я не буду вас обманывать, за моей спиной чужой автодом, а сейчас вообще декабрь, так что я, пожалуй, оденусь. Начнем с подготовки. За месяц до поездки мы забронировали автодом на сайте Ескапа, что в нашем случае оказалось абсолютно бесполезно, потому что прошлые арендаторы вернули дом поврежденным, и владелец отменил нашу бронь буквально за день до поездки. В итоге мы перенервничали, переплатили, но буквально в последний момент все-таки нашли автодом. За день до поездки мы закупились продуктами, встретили Артема в аэропорте и там же в порту забрали машину. Ездил туда Андрей, все снимал, так что тут я сразу должна рассказать вам, что в самый последний день нашего путешествия произошла, я не побоюсь этого слова, трагедия. Андрей уронил телефон на ту самую португальскую калсаду, каменную мозаику, и вдребезги его разбил. Так мы потеряли половину исходников. Да, мне тоже больно, но это не единственная и даже не самая дорогая ситуация, которая с нами приключилась. Несмотря на отсутствие половины видео, я постараюсь рассказать все последовательно и подробно. Поэтому начнем с первого дня. Парковка для автодомов в Авейру удобно расположилась прямо у нашего дома, так что утром мы быстро погрузили вещи в машину и отправились на юг. В видео я не буду подробно останавливаться на маршруте, так что ссылку на него вы найдете в описании. Ну и перед тем, как познакомить Артема с океаном, мы решили показать ему совсем другую Португалию и приехали в Фрагаш де Сау-Симау. Джей боится таких штучек. Подобных мест в Португалии тоже очень много. Не океаном единым, так сказать. Конкретно здесь вход бесплатный. А еще можно с собаками, как мы поняли позже, это редкость. Так что собак тут просто море. Почти как и людей. И мы приехали на первую точку, на какой-то хайк небольшой, 1,5 часа всего. И вот мы пришли на пляж. Тут скалы, очень симпатично, люди купаются. Вот тут бассейн небольшой, сейчас Маша покажет вам. Сегодня понедельник, здорово, что тут не очень много людей, но они все равно есть. Я просто не представляю, что тут происходит на выходных. Наверное, не протолкнуться. В Португалии летом, конечно, очень много туристов. Все вот эти красивые инстаграмные места выглядят немножко по-другому. Пойдешь купаться? Давай. Джей очень боится воды. Джей, ты куда пошел? Джей, там аккуратно. Упадешь. Но не переживайте, с Джеем все хорошо. Садись. Приходится так держать. Идите. А мы сменили водителя и поехали дальше. На этот раз на водохранилище Каштела де Бот. В этом году пресные водоемы Португалии стали для меня настоящим открытием. Но сначала обед. Ребята сходили за безалкогольным пивом, и мы достали приготовленный еще дома заранее плов. Думаю, родители бы нами гордились. А вот теперь купаться. Итак, мы приехали на вторую точку, недалеко от города Тумар, куда мы поедем попозже. Тут такие прикольные настилы, тоже не очень много людей. Вы не представляете, как мне нравится купаться в пресной воде, я просто стараюсь накупаться, чтобы потом в океане не страдать. На этот пляж вообще нельзя с собаками. Ну, понятно, что вот туда никто не пойдет с собаками, мне кажется. И Джей бы сам туда не пошел, там все так трясется. Мы вот тут аккуратненько сидим на камушках, Джей вот тут пасется. Нашел маленький кусочек травки и кушает. И именно на этом пляже, где нельзя было находиться с собаками, Джею вдруг впервые в жизни приспичило купаться. Ты куда? Скажи, я вас ждал, теперь вы меня ждите, я пойду. К счастью, никто не сделал нам даже замечания. И мы поехали дальше. Итак, у нас случилась первая травма. Валя разбила голову в автодоме, а еще я потеряла сумку на первом месте, которую мне Андрей подарил на день рождения. Очень грустно, слава богу, там не было ничего ценного. Так что первая потеря и первая травма уже в первый день дан. Мы идем с опережением. Сейчас мы приехали в Тумар, не были еще в этом городке, хотя он довольно-таки большой. Сейчас возьмем мороженое и пойдем смотреть. Пару слов о Тумаре. Этот город – бывшая резиденция Ордена Тамплиеров. От них тут как раз остался замок 12 века. Прыгай!
Какой молодец! Это я виновата, Джей, не ругай. Сейчас в городе проживает всего каких-то 15 тысяч человек. Но сами видите, выглядит он очень приятно. Не забывай, пожалуйста, миску свою с собой брать. У тебя не так много вещей. Вообще на нашем маршруте было немного городов, но если будете путешествовать на автодоме, можете смело оставлять их еще меньше, чтобы сэкономить время для более интересных и труднодоступных местечек. Сейчас мы купим арбуз и как раз покажем вам одно из них. Я привезла всех под угрозой того, что мы не посмотрим закат. Вот такое место. Да-да-да. Акведук, значит, был построен с целью подачи воды в монастырь, который был в городе, вы видели? Из 4 различных источников, представляете? Он пересекает... Его строительство началось в 1593 году. Давно. Представляете, в конце 16 века. Он до сих пор стоит, но уже не работает, как вы видите. Мы идем вот по такой дорожке. Посмотрите, там дальше обрыв. Вы что тут делаете? Вы что, тоже подошли? Тебе не страшно? I'm not good at goodbyes. I miss the sunshine in your eyes. Who said cowboys don't cry? Come on, baby, let's take one last ride. We're riding around this carousel, if you catch my drift. We're riding around this wagon wheel, she took me for a spin. We're riding around this carousel, getting dizzy till we're sick. Love is like a circle, there's no easy way to end. It's too much, I can't take anymore. Stuck feeling like we've been here before. But now the sun stopped shining here in the Wild West. Ну что, сегодня мы не успели встретить закат на берегу, и с этого момента у нас появилась цель. Ну а на первый раз было достаточно и океана. Ну все, мы приехали, посмотрите, тут последние остатки заката, но хоть что-то. У нас будет еще 4 дня, чтобы попробовать увидеть закат. Завтра будет точно лучше, чем вчера. Еще пару лет и кончится война. Еще чуть-чуть, и мы все заживем. Когда я его откручивал, вы еще здесь стояли, я думаю, сейчас... Посмотрите, какие мы тут счастливые. Еще не знаем, сколько проблем нас ждет с этим тентом. Но всему свое время. А сейчас пора готовить первый ужин в автодоме. Ну и после него мы оставили уставшего Джея на первом этаже и забрались спать на свою кровать прямо над кабиной автодома. А утром меня ждал вот такой вид на океан. Доброе утро. Андрей, ты не блогер. Когда мы были в прошлый раз, до оба прошлых раза, эта лестница была прямо в воду. А сейчас смотрите, какой тут отлив. Жи, ты просто решил теперь везде лежать на всякий случай? На всякий случай чуть-чуть отдохнуть. Джей просто какие-то водоросли ест. Джей отказался от этой затеи играть, а ребята пытаются. Ну и пока мы тут заправляемся, обращаю ваше внимание на наши одинаковые кепки, которые Артем привез в подарок из Казахстана. Эта милая деталь добавила особой атмосферы нашему путешествию, так что берите на вооружение. Мы приехали в Обидуш, блин. Это город-крепость, мы немножко опаздываем, и поэтому у нас программа за полчаса. Итак, еще раз. Мы приехали в Обидуш. Это средневековая крепость, на просмотр которой у нас было всего полчаса. Как видите, локация супер туристическая, и людей даже в будний день тут очень много. Но место атмосферное и точно того стоит. Парковка большая, в отличие от Назаре, поэтому смело заезжайте. Джей, тут какая-то проблема. Отойди в сторону, Джей.
чтобы почувствовать средневековую атмосферу, немного размять ноги и, конечно, попробовать местную жинжу. Вишневый ликер, который тут пьют из шоколадных стопочек. Это первая кафешка, первый супермаркет, который можно с Джеймсом. Дого-френдли. Полностью или сначала выпьем? Мы пробуем жинжу за Португалию. Мы приехали на следующую точку, это Пениша. Мы тут с Андреем еще не были. Вот там острова, на которые ходит паром. Единственная, мне кажется, на континенте. Такая тема с островами недалеко от берега. А здесь такой город-полуостров и очень красивые бежевые скалы. Смотрите, есть два типа людей, как мы с Андреем и как Артем с Валей. Пишите в комментариях, кто вы. Не знаю, в курсе ли вы, но я жуткая трусиха. Мне страшно смотреть на то, что ребята ползают там по скалам. Я предпочитаю на это не смотреть, чтобы не сходить с ума. Но место очень красивое, очень красивые скалы. Я таких в Португалии еще не видела, если честно. И даже Артем сейчас сказал, что все пляжи, на которых мы были за это время, они все супер разные. Они идут назад, вроде все хорошо. Посмотрите, куда нас Валя тащит. Говорит, да там просто лестница. Действительно, просто лестница у обрыва. Но путь того стоил, потому что мы попали в самую настоящую пещеру. На входе даже был факел. Если не испугаетесь и захотите тоже посетить, то вот вам ориентировка. А мы пошли готовить обед. Просто посмотрите, с каким видом сейчас будет готовить Андрей. Небольшой пересвет убираем. И еще бы, если не эта штука, это просто вау. Это самый красивый вид, с которым ты готовил в своей жизни? Ну, думаю, да. Сегодня у нас в меню макароны по-флотски с тушенкой, купленные в славянском магазине. И знаете, мы в эту поездку подготовили меню на все дни, все расписали, чтобы не думать, не тратить время на принятие решений и энергию. Чтобы не тратить время на принятие решений во время путешествия, все распланировали заранее, пока даже получается следовать. А вот что мы не рассчитали заранее, так это время на то, чтобы найти подходящую колонку с водой. Пришлось сменить целых 3 места. И в итоге мы, конечно, снова опаздывали на закат. It's too much, I can't take anymore. Stuck feeling like we've been here before. But now the sun stopped shining here in the Wild West. Ну что, закат номер 2, мы снова немножко опоздали. И встретили закат в машине, приехали на очень красивое место. Почему-то никто не купается, я не знаю, возможно, вода очень холодная. Опять небольшая неудача, но все равно место очень красивое. There's no easy way to end. Just an outlaw who only had one friend. I wonder if I'll ever see her face again. Dark clouds hanging over, they follow where I've been. My cowboy tears are still blowing in the wind. Вы представляете, эти люди только что купались. Ну, не Андрей, конечно. Помня свое плавание на тропе рыбака, конечно, я не решилась. И это была бы жесть. Но место очень красивое. А потом мы снова припарковались у океана, и наступило любимое время ужина. Ну что, повар, какое у вас сегодня блюдо? Значит, у нас сегодня на ужин овощной салат из сезонных овощей, рыба прямиком из Атлантического океана. Очень вкусная заправка, записывайте рецепт. 2 ложки масла, 2 ложки сладкой горчицы и 1 ложка меда. Короче, это был мой самый любимый ужин на свете. Еще и с видом на мыс Рока. А кто засыпает с видом на мыс Рока, тот и просыпается рано утром, готовит свой первый кофе и даже гуляет с собакой. Молодец. Все назад сразу же. Тоже с видом на мыс Рока. У нас тут сломана крышка, поэтому приходится доставать таким образом. Мы испекли пиццу. Бабушка что-то охлажденная из магазина, но у нас нет ни духовки, ни микроволновки, чтобы разогреть ее нормально, поэтому мы разогреваем на такой маленькой сковородке. Она выглядит хорошо. После завтрака мы быстро собрались и в очень хорошем настроении поехали дальше. Ключ поверни и полетели. A few moments later. Ну что, 2 дня без происшествий, и вот, посмотрите, у нас потерялся тент. Андрей улыбается, кстати. Артем не улыбается. Ну, короче, как вы видели, влог у нас удался. Вот, смотрите, мы вот оттуда выехали, откуда машина выезжает. И вот тут было 2 машины. И мы сильно прижались. Кто делает
камни на стенах. Скорее всего, в один из этих камней мы вдолбились тентом. Тут такая маленькая машина едет посередине. А мы, блин, такой огромный. Очень неприятно получилось. Возьмем интервью у нашего водителя. Мне кажется, он не захочет мне интервью давать. Да ладно, Артем, справимся. Ничего страшного. Не, ну что, ну выставит пару. Да мне кажется, меньше. Нет, еще-то, наверное, Думаешь? да. Итак, ваши ставки, во сколько обошелся Артему тент. Не буду вас томить, расскажу сразу, но сначала о стоимости путешествия в целом. В 1500 евро нам обошлась аренда дома. Еще 300 за бензин. Еда 250 евро. И 1118 евро нам посчитали за тент. Но Вале каким-то чудом удалось уменьшить эту сумму, и в итоге она составила 850 евро. Если вы вдруг окажетесь в подобной ситуации, а я надеюсь, что не окажетесь, но на всякий случай скажу вам, что лучше сразу зарепортить случай в страховую, потому что лично мы сделали это в последний день, и вообще повезло, что у меня было видео с места происшествия. Тут тоже надо сказать спасибо Вале, потому что именно она в самой стрессовой ситуации напомнила мне достать камеру. Дальше мы скрутили тент скотчем, положили его в салон. Я держу нормально. Держишь, Валя? Держу. И в шестером поехали дальше. Класс. Я бы не сказал. Уже зная, что готовы переживать всякие нехорошие ситуации без нервов и поддерживая друг друга. А это дорогого стоит. Ну и дальше был мыс Рока. Посмотрите, где мы с Андреем и с Джекушкой тусуемся. И где Валя с Артемом. У кого будут круче фотографии, как вы думаете? Ты в столице? Вы видите, что у вас собака уже легла в тенек? Надо выбирать песню для моста. Давайте выберем. Это у нас был второй дубль для видео. Остались в машине, и он тут так лает на всех. Кошмар, я очень переживаю, что сегодня будет в кемпинге. Но я только что дала ему морожку. Сегодня довольно жарко, и тут в Лиссабоне жарко. Внутри с собачьими консервами, чтобы он немножко остужался. Сейчас дам ему еще одну штучку, а то тут наделали хозяева и забывают. Место. Место. Кушай здесь. Ребята поменяли с Машей местами, и теперь Маша идет смотреть. Мы приехали к Христу посмотреть мост с другой стороны. Times and places are all in who you share them with, and it's life, and the point is enjoying who you share it with. Да, и тут как-то немного ветрено. А вот мы вышли с Андреем вдвоем, и я думаю, блин, что-то так легко, так-то приятно. Хочется прямо вот бежать, лететь, а потом поняла, что это просто без Джея. Потому что сюда нельзя с собаками. С собакой путешествовать, конечно, непросто. Ты постоянно за нее переживаешь, постоянно она куда-то тянет, нужно постоянно все это модерировать, разбираться. Он, конечно, милый, мы его очень любим и умиляемся, но вот эти вот сейчас 10 минут без Джея были кайфушные. Чтобы сэкономить немного времени, мы взяли еду в Макдональдсе, пообедали и продолжили свой путь на юг. Как бы ни был велик соблазн, мы однозначно не советуем вам заезжать в Лиссабон, потому что он отнимает слишком много времени и сил. Никель. Лима была? Хорошо, что в этот день нас ждала необычная, более комфортная стоянка. Мы приехали в кемпинг, я надеюсь, что мы встанем вот сюда. Тут целый город, я не видела еще такого огромного кемпинга, видимо, многие живут. Мы заплатили за ночь 60 евро, Валя сказала, что год стоит всего 300, так что достаточно выгодно. Есть выход на пляж, но он работает до 8, и бассейн тоже работает до 8, короче, мы никуда не успели, но будем располагаться, пойдем в душ. Давайте здесь. Ребята там пока разбираются с электричеством, распутывают провод, видимо. На закат мы сегодня снова не попали. 10 минут до океана, но дверь закрыта.
закрыто после 8. Очень странное правило, но не судьба. Это не единственная плохая новость. Видео с рассказом о том, как эпично Андрей добыл мангал, осталось у него на телефоне. Так что просто полюбуйтесь на работающего Артема и наш вкусный ужин. И доброе утро в кемпинге! It can be said I'm an early bird. It's 10 o'clock before I say a word. Baby, I can never tell. How do you sleep so well? You keep telling me to live right, to go to bed before the daylight, but then you wake up for the sunrise. Прикольно себя снимать удобно. В общем, мы сейчас едем сливать какашки. Мы покажем вам процесс обновления всего автодома. Перед тем, как стартовать, нужно обязательно все закрывать, потому что иначе будет вот так вот. Вот так вот выглядит станция для воды. Открываем краник для хорошей воды. Для хорошей воды, которая из душа, из раковины, вот так он выливается. Что, не дотягивается? Да, надо будет назад. Это была разовая удача. Давай назад. Прямо. Стой. Артем вообще идеально стал. Засовываем, значит. Да ты бы держал, он сейчас как выстрелит. Мощнее, мощнее врубай. Нет, да ты. Потом покажешь. Возьми, вот здесь перчатки висят. Считай, что я зарабатываю. По Dark Water. Смотрите, когда-то тут был тент. Мы стоим в Dark Water. Тяжело? Ключи забери, то я сейчас все делаю. Будешь это снимать? Да, реально? конечно, давай. Артем, как ты работаешь? Всегда мечтала такой. Ну и после пережитого стресса было просто необходимо хорошенько искупаться. Ну что, мы приехали серфить, вернее, ребята приехали серфить, а я просто смотреть. Опоздали на 20 минут. Здесь очень интересный пляж. Такая речка делает петлю, и поэтому получается большой-большой песчаный пляж. Это выглядит прикольно. Может быть, потусуемся тут после серфинга, если будут силы и время. Короче, ребята быстро переоделись, взяли доски и пошли в сторону океана. Ну что, Андрей, ты боишься? Или сейчас уже нет? Смотрите, Андрею дали самую большую желтую доску, а у ребят голубые. Дальше была разминка, какой-то инструктаж. Мы с Джейм уже так расположились. Замечательная штука, которую Андрей нашел на помойке, пригодилась. Постараемся сильно не лаять, да, Джей? Хотя бы постараемся. Ну и хотела бы я сказать, что фееричные кадры с покоренными волнами просто остались на телефоне Андрея. Но на самом деле это я ничего не сняла, потому что Джей постоянно нервничал, лаял, приходилось гулять с ним по пляжу. Куда ты идешь? Куда ты идешь? На который, кстати, нельзя было с собаками, но нам, к счастью, опять никто не сделал замечания. Давай! Ну просто хотя бы встань. Ты! Он так лает, я так устала от него. Как тебе? А у остальных? А вот впечатления Артема, к сожалению, остались на разбитом айфоне. Ну и самое смешное, что как только ребята вышли из воды, Джей тут же уснул без задних ног. Сегодня мы выехали на тот маршрут, по которому мы с Андреем в прошлом году шли по тропе рыбака. Сейчас вот приехали на пляж Карапатейры. Здесь мы встретили самый красивый закат на тропе, и вообще есть некоторая ностальгия. Немножко хочется пройти мимо двери в автодом и пойти дальше пешком. И весь путь, который мы в прошлый раз прошли за 10 дней или 7, или сколько там было, уж точно не помню, можете посмотреть видео. Сегодня мы проехали за несколько часов. My coffee black and my bed at 3. You're too sweet for me. You're too sweet for me. I take my whiskey neat. My coffee black and my bed at 3. Только что исполнилась моя мечта. Там были ребята, которые попросили нас их сфоткать. И я сфоткала их на Polaroid и подарила им снимок. Очень давно собиралась это сделать. И вот, надеюсь, кто-то будет счастлив, и фотка получится не хуй. Так нельзя в фотке будет сказать. И фотка получится нифиговая. Зарядившись этой удачей, мы поехали ловить закат на самый юго-западный мыс Португалии. Но найти стоянку там не удалось, и закат снова был под угрозой. Мне кажется, или это напряжение передается даже через камеру?
just come home. Ну и скоро мы проснулись в своем, к сожалению, последнем дне в отпуске. Как мне причет? Плохо. Рассказывать что назад? Ну расскажи, если хочешь. У нас на завтрак лепешки с фаршем и все. Джей выбрал себе самое удобное место лежать со мной вот здесь, потому что я его придерживаю, и ему не приходится бороться с поворотами. Так что теперь он спит у меня на ручках. На 5-й день выбрали лучшую стратегию. Ну и самое время поделиться с вами впечатлениями о путешествии с собакой. Джей не самый спокойный пес, и, например, ночевать с ним в палатке — это то еще мучение, так что тут у меня было очень много тревог, но оказалось, что я переживала зря. Джей так уставал за день, что стоило нам только встать на стоянку, он сразу укладывался на свой диван и даже не выходил к нам, когда мы кушали. Кто знает Джея, с трудом в это поверит, но реально он тут снимал с себя все свои сторожевые полномочия по добыче еды и просто спал. Даже в кемпинге, где вокруг ходит куча людей, Джей всего лишь один раз полаял. А вот другую сторону путешествия с собакой я не учла. Я уже вам говорила, что во многие места с собаками нельзя, но вот когда мы добрались до финальной точки Лагуша, это нельзя достигло максимума. В Лагуше очень красивые скалы, но с собакой вы можете разве что смотреть на них сверху, потому что либо пляжи труднодоступные, с собакой туда не добраться, либо они оборудованные, но с собакой нельзя. При этом там куча людей, детей, так что незамеченными вы точно не останетесь. Короче, впечатления о нахождении с собакой в таком туристическом городе, как Лагуш, у меня остались не самые лучшие. Вам я советую выбирать более отдаленные dog-friendly пляжи, чтобы не приходилось ходить по очереди, ждать друг друга на жаре, тратить время, мучить собаку. Ну, короче, вы поняли. А это Валя уже привела нас на прощальный ужин. Мы пришли пробовать устрицы, и с нами Джей. Валя будет с ним теперь всегда ходить, потому что он с ней очень спокойный. Даже ни на кого не лает. Лимон не сочный? Устрицы не сопливые, не противные сейчас будут. Что начали? Я просто сказал лимон про лимон. Давайте. Давайте. Спасибо за лучший отдых. Время расставаться. Время лететь домой. Эй, давай попробуем не влюбляться. Да нет, этот план какой-то плохой. Время расставаться. Время сжигать мосты. Но я вернусь обратно. А ты только жди. Эй, время расставаться. Время лететь домой. Эй, давай попробуем не влюбляться. Да нет, этот план какой-то плохой. Снимем маленький рум-тур по нашему автодому. Тут у нас передняя часть водительских сидений. Там ничего интересного. Тут у нас стол обеденный. Джей, смотрите, лежит. Из интересного, вот там есть Джей место. Тут места для вещей. Куча Джей вещей, корм, вкусняшки и так далее. Тут просто пакеты у нас лежат. Тут тоже куча полок для вещей, куча места. Мы сюда складываем свои вещи. Это у нас кухня. Такая у нас небольшая, уютная. Больше, чем в нашей квартире даже. Чтобы готовить, надо открыть окно, открыть эту штуку и готовить. Тут есть у нас вода. Тут всякие приборы. Тут тоже можно складывать. У нас тут масло стоит, например. Тут тоже кастрюльки, сковородки. Тут у нас какая-то духовка, но мы сказали им не пользоваться. А ниже у нас холодильник, тут морозилка. Нормально, тут морозит. И холодильник у нас уже пустой, потому что мы все съели. Тут вы можете увидеть ребят, кровати. Чуть-чуть не заправлены, но ничего страшного. Как вам спалось? Уютно? Да, только не позавчера, когда был сильный ветер. Ну, тут тоже для вещей. Тут даже есть вешалка. И, кстати, у нас лежит тент. Того, что не должно быть, у нас есть. Ну и туалет. Блять. Можно открыть окно. Вот так вот, кстати, открывается окно. Туалет, душ. Можно сюда зайти. Блин. Я спокойно вмещаюсь тут, но надо аккуратненько мыть. Ну и тоже полка для вещей. Расскажи нам, как тебе жилось в нем. Да, в целом комфортно. Что самое неудобное было?
залезать по такой лестнице. А справлять нужду удобно? Ну, блин, это как будто табуированная тема. Это наш автодом. Можно открыть, тут будет багажник. С другой стороны, тут можно ставить велосипеды, видимо, но у нас нет. Это тоже багажник. Тут ребята спят, там мы спим. Все, вот весь рум-тур. Я вернусь обратно. Это я только жди.